Срывается дождик, поэтому пойду вниз и буду рассказывать вам интересную тему, всем интересную тему. Да, кстати, вот это вдалеке, это Бенидорм, если вдруг кому интересно, насколько близко. Ну, полчаса на поезде примерно. Тут несколько километров. Вот. Курортный пригород. Так вот, расскажу о ценах. Пишут, ну я слушаю, естественно, российские новости. Стоимость в России всего растет. Вот расскажу вам стоимость по Альтеа, по вот этому городку, который находится в минутах 20 на поезде, получасе от Бенидорма. Курортный городок, в основном все направлено на туризм, но здесь есть и сельское хозяйство, то есть есть вот эти вот сады, засаженные нисперо, которая у нас называется мошмола, мучмола, здесь она называется нисперо. Тут же сады из цитрусовых, всякие апельсины, мандарины. Ну вот, но никакой промышленности здесь нет. Строят здесь, кстати, мало, очень мало. Поэтому и зарабатывать на застройке вряд ли тут тоже возможно. Так вот, аренда двухкомнатной квартиры, односпальной. Тут меряют по количеству спален, ну вот двухкомнатной, но односпальной квартиры где-то вот здесь будет от 500 до 650 евро в месяц без стоимости коммунальных платежей. Коммунальные платежи будут примерно, ну еще 150-200 евро в зависимости от того, как вы пользуетесь водой и как вы отапливаете помещение. То есть если вы будете отапливаться электричеством, то будет 200 евро. Если будете топиться, допустим, ну, будете в теплой одежде сидеть, меньше электричества использовать, то будет 150. Интернет стоит 30 евро в месяц по оптическому кабелю. Значит, электричество где-то 100-120 евро в месяц за 100 квадратных метров. Вода, ну, примерно еще 50 евро, потому что жарко, летом хочется душ принять. Если есть ванная, то, понятно, больше, потому что ванну наполнить, полежать. То есть коммуналка вот 150-200 это реальные цифры на семью. Вот. Если вы одни, то, конечно, дешевле. Так, значит, про аренду сказал, про коммуналку сказал. Сотовая связь, если вы пользуетесь, ну, в зависимости от того, какой оператор, ну, я пользуюсь Digi, есть такой оператор здесь, румынский. У него 3 евро в месяц за, по-моему, 5 гигабайт. Вот, мне хватает. Если брать дорогих зажравшихся операторов типа Водафона или Мобистара, там можно и 50 евро платить. Но я не вижу смысла. Качество примерно одинаковое у всех. 5G, кстати, если кому интересно. Дальше, ну, предоплаченные тарифы есть. У меня уже кредитный тариф, но есть предоплаченные тарифы. Они примерно начинаются также от 5-7 евро в месяц. Можно оформить, ну, по крайней мере, раньше можно было оформить с российским паспортом. Никакие другие документы не нужны были. Да, кстати, вот это я вам показал. Это, господи, Колумбарий. То есть это кладбище рядом. Вот, куча, вот люди идут на кладбище, наверное. Тут очень много, в Испании очень много недостроенной, никому не нужной земли. Вот, смотрите. Рядом концертный зал. До центра города пешей доступности 10 минут. Ну, огромный кусок земли.
стоят развалины, огорожены. Никто их не использует. Почему? И так везде. И в Барселоне такая же ситуация. И здесь, в Барселоне, кварталами пустые стоят пустыри, никому не нужны, в Побленоу, в самом центре города. Поразительно, почему так? Неужели настолько длительные сроки оформления всяких разрешений? Может быть, это какой-то культурный памятник, но все равно. В самый центр города. Вон, туристы толпами могли бы сюда ходить, даже если тут музей какой-то сделать. До центра здесь, ну вот увидите, я сейчас пойду через центр. Почему нет? Непонятно. Так, ладно. Про жилье сказал. А автомобили. Ну, у меня автомобиля нет. Пока я никак не сдам на местные права. Да, вот обучение в автошколе, потому что с российскими правами здесь нельзя ездить. Обучение в автошколе, ну, от 500 евро минимум. То есть теоретическую часть, ну, из чего состоит? Теоретическая часть можно сдавать на английском или испанском языке, или французском. На русском нельзя. Срок обучения и ожидания в очередь на сдачу теории примерно полгода. Потом, ну, можно быстрее, ну, я в среднем говорю, в зависимости от города. Дальше теорию, потом нужно сделать медсправки, нужно вождение, минимум купить 5 часов езды с инструктором. И сдавать вождение в городе на испанском языке. Я не особо тороплюсь, потому что я хочу подтянуть испанский язык, чтобы понимать команды водителя, команды сотрудника ДГТ, то есть местной ГАИ. Иначе он мне будет говорить: поверни налево, а я поверну направо. И не сдам. Поэтому, ну и теория, поверьте мне, сдавать теорию с нуля — это непростой такой труд. Поэтому я стараюсь, учу, но я часто засыпаю во время обучения. Так, 500 автошкола и выше, в зависимости от того, в какой вы автошколе учитесь. Очно, заочно, как быстро. Плюс еще нужно найти запись на прием в ДГТ, то есть в ГАИ. Записи этих, как всегда, нет, их надо покупать. Значит, у каких-то перекупов эту запись брать. Ну, обычная для Испании ситуация, что коррупции нет, но запись на прием в полицию тебе надо купить у мошенников каких-то. Да, вот такое вот отсутствие коррупции в Испании. Так, так вот, автомобили в месяц по городскому циклу, то есть не какие-то поездки в другие регионы, а чисто в городе, детей на секции, в школу и обратно. 120 евро на бензин. Дизель, по-моему, евро 60 или евро 70 за литр. Ну, бензин чуть дороже. Что дальше? Продукты питания. Продукты питания. Сейчас я вам в парк покажу. Концертный зал. Вот это вот. Видите? И рядом с ним такой красивый сквер. И ниже университет Мигеля Эрнандеса. И факультет изящных искусств. Скульпторов готовят и художников вот здесь вот. Представляете, даже скульпторов и художников. Кто-то на это учится. На скульпторов и художников. Так, медицина. Страховка на человека в зависимости от возраста обычно. Основные различия. То есть, чем человек старше, тем страховка дороже. Если есть избыточный вес, тоже. Но вот на меня будет где-то 85-90 евро в месяц. Это медицинская платная страховка. От страховой компании особенно не зависит. Да, еще забыл сказать. Страховка на автомобиль в год
не для новичков, а для тех, у кого есть опыт уже в Испании. Страхование, ну если вы не постоянно в ДТП попадаете, то вам будет обходиться где-то в 400 евро в месяц. Но новичкам нужно платить больше 1000 за первый год. Понимаете? Потому что нет опыта вождения по Испании. Или вообще по Европе. Нужен любой опыт вождения по Европе. Чтобы они могли почитать по предыдущему опыту коэффициент бонус-малус. Вот такая вот ситуация. Так, 400, значит, евро в год. Страховка ОСАГО на машину. По продуктам питания. Ну, я рассказываю про себя. У меня продуктовый набор практически бомжа. То есть очень-очень я по деньгам ужимаюсь. То, на что я не жалею денег. Чтобы, ну как, совсем не сойти с ума. Я пью алкоголь. Покупаю бутылку вина. У меня есть выбранные любимые сорта. Очень такого приемлемого качества. 2 евро 15 сантимов стоит бутылка 0,7. Красное сухое вино. Ну и в принципе можно найти и за евро литр. Но это обычно такое вино для кулинарии используется. Морепродукты, допустим, в белом вине сделать. В общем, я для себя принял правило, что дешевле 2 евро я не покупаю бутылку 0,7, потому что там уже изжога начинается от этого. Так, значит, вино я покупаю. Оно здесь хорошего качества, поэтому я его пью, ну, практически каждый день. Вот. Просто для того, чтобы быть в веселом настроении и не так переживать из-за испанской бюрократии. Дальше. Мясо по протеинам. В какие-то праздничные дни я себя балую, покупаю семгу за 12 евро килограмм. Ну, если нарезкой, то она и 17, и 20 евро будет. Но я беру полтушки можно, то есть целую семгу или половину можно купить за 12 евро за килограмм. Если просто несколько стейков, то будет по 17, по 19 или даже по 20 евро. В зависимости от того, какой стейк вы будете себе покупать. Так, что еще? Ну, креветки иногда я себе покупаю по 9 евро за килограмм. Я предпочитаю брать сырые, чтобы их самому пожарить. И чтобы они вот из этого бульончика, в котором я их подтушиваю, брали себе стоимость, соус. Вот, я сделал с разрешения руководства этого магазина ревью, и меня пригласили зайти через несколько дней, когда у них будет пополнение товара. Вам рекомендую приезжать, они работают 7/24.